Всем привет! Это уже третий выпуск арт-новостей или что-то с Ярославной. Могу сказать, что название я так и не придумала. Я спрашивала у себя в Инстаграме, который запрещен в Российской Федерации, о том, как бы назвать это шоу. Вы предложили много красивых вариантов, но, к сожалению, на мой взгляд, ни одно название не отражало сути этого всего происходящего. Поэтому оставим как есть. Скончался Эрик Булатов в возрасте 92 лет. Булатов – один из выдающихся российских художников, концептуалистов, скульптор, фотограф. Он был популярен не только в России, но и на Западе, конечно же, потому что, во-первых, его первая выставка прошла не в Советском Союзе, а в Швейцарии. Долгое время художник жил в Нью-Йорке, в Париже. Тем не менее, Россию он очень любил, и для России он также автор знаковый. Во-вторых, к сожалению, компанию Эрику Булатову составил Павел Никонов, художнику было 95 лет. Несмотря на то, что художники родились в 1930-е в Советском Союзе, их карьеры и жизнь сложились абсолютно по-разному. И если Эрик Булатов такой персонаж, который известен во всем мире, его работы продавались за $2 миллиона, Слава КПСС известный, и что делало его одним из самых дорогих отечественных авторов. Павел Никонов же это такой идеальный пример того, как ваша карьера могла бы сложиться в Советском Союзе. У него было максимально правильное образование, и он был основоположником сурового стиля, одним из основоположников. Работы такие, как «Геологи», например, растиражировались настолько, что я уверена, что каждый из вас хотя бы видел эту работу, может быть, не осознавал, что это именно они, потому что в каждой книжке по истории, в каждом учебнике эта работа присутствовала. Конечно же, его работы можно посмотреть в Третьяковской галерее и в других основных собраниях в России. Без Парижа никак нельзя. В Париже появилась новая работа Даниэля Бюрена. Вообще хочется сказать, что с Даниэлем Бюреном впервые я столкнулась, понятно, в Пале Рояль в Париже. Когда ты заходишь во двор Пале Рояль, ты видишь такие обрезанные колонны черно-белые. Как раз эти черно-белые колонны появились в Париже в 1986 году, когда художник просто подарил свое произведение городу. И честно могу сказать, что мне кажется, что это вот один из таких туристических символов. Несмотря на то, что это место не так популярно, как, например, Эйфелева башня, господи, найдите хотя бы один инстаграм человека, приехавшего в Париж, который не сфотографировался бы во дворе Пале Рояль, на этих полуколоннах и так далее. Классная история, потому что люди действительно могут взаимодействовать с этим искусством, могут по нему ползать. Я даже как-то раз кофе пролила, было немножко стыдно. Так вот, в Париже появилась новая работа этого художника. На этот раз он превратил в оптическую иллюзию фасад дома номер 30 на Rue de Acacias. Мой французский ужасный, извините. Так вот, это первая постоянная работа Бюрена в городской среде за 40 лет. Классная новость. Обязательно схожу к этому дому в ближайшее время, чтобы его вам показать со всех сторон. В Пушкинском музее впервые за почти 40 лет откроется моновыставка Марка Шагала. И вы уже понимаете, к чему я. В общем-то, музей вы можете начинать штурмовать с 11 декабря, потому что я уверена, что очереди будут громадные, не хуже, чем в Русском музее, на того же Репина и так далее. Основу экспозиции составит период художника, который так называется русский период. Это один из самых его активных периодов, 1920-е годы. Здоровская история, всем советую, обязательно схожу. Да, я ведь даже на нее схожу, здорово. Короче, если захотите пойти со мной, обязательно пишите. Короче, мне кажется, уже должна быть такая рубрика, что потеряли, что нашли, что украли, что вернули, 100%, потому что Лувр задал такой тон, но с одной стороны,
все время происходят кражи искусства, кражи ювелирных украшений, просто кражи алмазов, бриллиантов и так далее. Тем не менее, конечно, именно Лувр освещается так мощно, потому что Лувр — это все-таки первый музей в мире. Да, конечно, они иногда соревнуются с Эрмитажем по размерам, по коллекции и так далее, но все-таки давайте признаем, Лувр — это самый известный, самый, наверное, важный музей в целом на планете. Итак, бриллиант флорентиец найден в Канаде. Легендарный 137-каратный бриллиант, принадлежавший семье Медичи, а затем Габсбургам. В общем-то, мне кажется, это постоянная история, такой канон для того, кому должны принадлежать вообще украшения. Значит, он считался утерянным и был обнаружен в Канаде. По данным The New York Times, во время Второй мировой войны бывшая королева Богемии и Венгрии Цита Бурбон-Пармская, которой тогда принадлежала драгоценность, тайно вывезла ее в США, а потом в Канаду. По просьбе Циты местонахождение флорентийца должно было скрываться на протяжении 100 лет после смерти ее мужа в 1922 году. Известно, что потомки династии хотят выставить бриллиант в музее, но не планируют продавать. Классная история в плане того, что действительно будет здорово, если они выставят его в музее и будут показывать. Камень действительно очень красивый. Я надеюсь, что мы в ближайшее время его все увидим. Странная история произошла. Я попросила мужа назвать 3 любимых художника, и он первым назвал Уильяма Тернера. Честно признаюсь, я подумала, что он перепутал с персонажем «Пиратов Карибского моря». Но я абсолютно согласна со своим мужем. Уильяма Тернера обожаю. И хотела бы вас, кстати, попросить также написать 3 художника, ваших любимых, но именно художника. Не скульптора, не архитектора, художников. Любой период, любой стиль, любая страна, неважно, 3 художника. Итак, значит, новость такая. 7 ноября, то есть совсем недавно, галерея Тейт представила выставку «Дуэль» главных британских пейзажистов Уильяма Тернера и Джона Констебла. Не могу сказать, насколько... Ну нет, наверное, это все-таки, да, действительно, 2 самых важных пейзажиста, но тем не менее, я бы сказала еще, что Уильям Тернер — это в целом фигура потрясающая для искусства. Если вы обратите внимание на некоторые из его работ, то поймете, что все-таки импрессионистов, скорее всего, немножко переоценивают. Итак, в этом году, в 2025 году, исполняется 250 лет со дня рождения Тернера и 249 лет со дня рождения Констебла. То есть 2 гения вообще родились вот в одно и то же время. Абсолютно разные 2 художника, как история из начала выпуска. Констебл, значит, любил такой тихий английский пейзаж, а Тернер ценил именно динамику, движение. Потрясающие 2 художника. Надеюсь, обязательно вам рассказать больше о выставке и о них самих в декабре, когда поеду на эту выставку посмотреть. Итак, новости кино, мои самые любимые новости. 7 ноября, очень такой продуктивный день выдался в этом мире. Значит, на Netflix вышел фильм «Франкенштейн» режиссера Гильермо Дель Торо, в главных ролях Оскар Айзек, Джейкоб Элорти, все время неправильно произношу имя этого актера, и Мия Гот. Потрясающий фильм. Во-первых, я уже его посмотрела, обязательно всем рекомендую. Это такая классная сказка, немножко с расчлененкой. В общем, если вы такое любите, обязательно обратите внимание. Но что важно, на Netflix, помимо того, что вышел этот самый фильм, вышел еще выпуск о том, как этот фильм снимался. Потрясающая работа, когда ты смотришь на действительно гениев, которые работают руками над созданием образа монстров, и там как подбираются наряды для Мии Гот, для Элизабет, и вообще как это все создавалось. Также обязательно прочитайте статьи о том, откуда взялись вот эти все предпосылки, костюмы, ювелирные украшения, там дома ювелирных украшений просто сходят с ума. Тиффани, например, предоставила безумное количество разных украшений для героини Мии Гот.
потрясающих архивных вещей, просто какое-то безумное наслаждение, эстетическое, услада для глаз. Обязательно посмотрите этот фильм. Итак, новость и ее краткий разбор. Международная группа займется восстановлением Пальмиры, памятников Пальмиры. Это завещало ЮНЕСКО на швейцарской конференции. И что хочу по этому поводу сказать. Каждый раз, когда Пальмира вот где-то появляется в инфополе, я помню, когда я работала в Эрмитаже, как раз открылась выставка памятников Пальмиры рядом с залами с египетскими на первом этаже. Очень много людей меня в то время спрашивали, почему это вообще так важно, почему это такая важная история, почему Пальмира действительно заслуживает так много внимания. Ну, давайте начнем с того, что Пальмира — это все-таки такой центр жизни, центр древней жизни, как минимум из-за ее расположения. Значит, Пальмира находится в сирийской пустыне, на пути между Средиземным морем и Месопотамией. Собственно, это был такой ключевой пункт между, значит, римской, персидской, индийской, китайской, вообще любыми цивилизациями. И, конечно же, потрясающие памятники там обнаружены, потрясающие памятники оттуда вывезены, экспонируются потрясающие памятники. Обязательно погрузитесь в эту историю. Я, наверное, погружусь вместе с вами и что-то по этому поводу напишу. Поэтому новость классная, важная, и я надеюсь, что у ребят все получится. Вроде как реставрацию назначили с 2026 года, и что немало приятно, все-таки местные жители, местные историки, местные искусствоведы будут в этой истории участвовать. Итак, выпуск закончим. А куда солнце делось? Ну ладно, извините, будет без солнца уже. Париж чинит историческую опечатку. На Эйфелевой башне с момента ее, значит, создания в 1889 году на башне были размещены 72 мужских имени. Это имена ученых. Там вы можете вообще встретить кого угодно, действительно такой обширный список. И, значит, спустя 130 лет Париж решил, что вообще-то женщины-ученые тоже существовали, и они вообще-то тоже очень важны. Поэтому над именами мужчин появятся в том же стиле имена 72 женщин-ученых. Все будет то же самое, шрифт будет эйфелевский, цвет будет эйфелевский, все будет супер классно сделано. Очень такая не громкая, но очень важная история для того, чтобы править в этом мире эффект Матильды и поскорее его уже искоренить. Финалем выпуск номер 3. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно оставляйте в комментариях ваши 3 любимых художника. Если я какую-то новость не упомянула, забыла, пропустила, обязательно пишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, мне будет очень приятно. И еще хочу вам напомнить о таком моем небольшом проекте, который называется бот «Не Гугенхайм». Если вы добавите этот бот, то вы сможете получать дозированную информацию о произведениях искусства в 20 веке. И я над этим ботом начинаю снова работать и хочу туда добавить, во-первых, больше карточек, потому что я знаю, что некоторые уже собрали всю коллекцию. Это раз. Во-вторых, добавить биографию художников. И также, в-третьих, я хочу теперь коллекции делать по музеям, а не по художникам. Вот такие нововведения вас ждут. До следующей недели. Будьте любопытными.